Всем привет, ребята! Сегодня на повестке дня информация, которую разработчики предоставили нам вчера в официальном письме. Вчера у меня не было возможности подготовить этот материал, но как только появилось свободное время, я решил сразу записать данный ролик для вас, потому что там действительно есть что обсудить. Так что устраивайтесь поудобнее, поставьте лайк этому видео, вам будет несложно, а мне будет приятно для продвижения видео. И давайте начинать. Перед тем, как перейти к основной теме, хочу еще раз напомнить. Если вы еще не подписались на мой телеграм-канал, обязательно подписывайтесь. Там появляется много полезной информации значительно раньше, чем она выходит в видео. Из последних новостей была опубликована информация о новом эксперте, а также появилась подробность о новом событии разработчикам под названием «Зимняя осада». Ну и, конечно же, куда без подарочных кодов. За сегодня их выпущено уже несколько штук. Кроме того, сегодня появилась информация о трансфере, который стартует уже в воскресенье. Если вы еще не знаете, в какую группу переноса попадает ваш сервер, то у вас есть возможность это проверить. Так что обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал, если вы еще этого не сделали. Ну а теперь давайте немного пообщаемся и перейдем к главной теме ролика и обсудим, что же интересного разработчики готовят для нас в будущем. Во-первых, я наконец-то дождался подходящего момента для использования алмазов, чтобы открыть VIP 12 уровень, и сделал это вчера. Гнаться за скином на Марш или Глобус я не собираюсь. Мой уровень доната не позволяет ставить перед собой такие цели, так что тратить алмазы на прокрутку рулетки я не планирую. Но если вы еще не видели это меню, то оно сейчас у вас на экране. В рулетке есть возможность крутить от 2 до 200 тысяч VIP-очков. За это вы будете получать жетоны престижа. А также с небольшим шансом у вас есть возможность получить пазвы на Марш или Глобус. Лично я планирую сначала накопить хотя бы 200 либо 100 тысяч VIP-очков, а уже потом буду крутить колесо. Как я говорил уже ранее, тратить алмазы на покупку VIP ради прокрутки рулетки я точно не готов. Слишком дорого это все выходит. Да и сам магазин обмена жетонов мне не особо нравится. На мой взгляд, цены тут слишком высокие. Надеюсь, в будущем разработчики пересмотрят его концепцию и сделают предложения более привлекательными. Рамка мне точно не нужна. Максимум буду иногда брать мифический ящик, когда накоплю необходимое количество жетонов престижа. Скорее всего, это будет происходить раз в несколько месяцев. Тогда на что же я собираюсь тратить алмазы? Конечно же, на метки питомцев. Сейчас у меня возможность появилась покупать за алмазы практически все необходимое для развития аккаунта, включая метки. В текущем разделе мне удалось приобрести метки, и на данный момент у меня их накопилось почти 2500. Теперь осталось собрать больше информации, изучить ваши советы и лайфхаки, дождаться подходящего для меня события, и после чего мы вместе используем этот запас меток и посмотрим на результат. В целом, если вам интересно, чтобы я снял отдельное видео про VIP уровни и поделился своим мнением о них, обязательно напишите об этом в комментариях. Ну а по поводу меток питомцев, такой ролик обязательно будет. Как только я определюсь с событием, в котором буду их использовать, и сразу подготовлю для вас подробное видео. И, конечно же, не забывайте писать свои советы в комментариях. Возможно, именно у вас есть та стратегия использования меток, которая кажется для меня наиболее полезной. Что касается гонки за скином на моем сервере, то конкуренция здесь значительно меньше, чем на ваших серверах. Поэтому я думаю, что без особых проблем смогу попасть в рейтинг топ-10 и получить скин. Основными конкурентами для меня являются мои же товарищи, с которыми мы играем уже долгое время. Кстати, это один из небольших минусов игры со своими ребятами на одном сервере, когда приходится соревноваться за награды. Что касается рамки, то я здесь тоже не вижу особых проблем с попаданием в топ-25 для ее получения. Однако моя основная цель – удержаться в рейтинге топ-10 по итогам всего события, как и в гонке за скин, так и в гонке за именной карточкой. Ну а теперь давайте перейдем к тому, ради чего сегодня мы собрались. Надеюсь, вы еще не переключили видео, потому что, как вы знаете, я люблю не только рассказывать новости, но и делиться с вами своими мыслями по поводу происходящего в игре. Первое изменение, которое нас ждет, связано с войсками 12 уровня. Те, кто регулярно смотрит мои ролики, знают, что войска 12 уровня появляются с началом 10 поколения на 700-й день существования сервера. На данный момент у меня уже открыто два типа таких войск, а именно пехота и лучники. И могу вам сразу сказать, содержать их очень дорого. Лучников я открыл буквально пару недель назад, а вот пехотой уже поиграл на замке и на тиране. Только за эти события у меня ушло около 6 миллиардов дерева и мяса. Угля и железа тоже было потрачено большое количество. А если представить, что у меня уже были бы открыты все три вида войск 12 уровня, то даже страшно подумать, насколько серьезным оказался бы дефицит ресурсов. Сегодня я немного подготовил лучника для своего ралли на Мишке, и тогда я снова ощутил нехватку ресурсов за пару дней до замка. Честно говоря, если бы не фермы, я даже не представляю, как смог бы полноценно участвовать во всех игровых событиях. Расходы действительно были очень большие. На форумах я неоднократно видел сообщения игроков, которые жаловались разработчикам на чрезмерный исход расходов ресурсов для войск 12 уровня. И, судя по всему, разработчики нас услышали. Уже 20 июля, одновременно с появлением нового эксперта, в игре появятся изменения, связанные с технологиями для войск 12 уровня. Насколько я понял из описания, система будет работать по аналогии с технологиями войск 11 уровня.
Появится 3 новых навыка. Это снижение расхода ресурсов на обучение войск 12 уровня, снижение расходов ресурсов на лечение войск 12 уровня и сокращение времени лечения войск 12 уровня. Лично я после открытия всех 3 типов войск планирую в первую очередь прокачивать именно эти 2 направления, а именно снижение затрат на обучение и лечение. Буду действовать по той же схеме, которая отлично себя показала с войсками 11 уровня. Кроме того, новые технологии будут суммироваться с уже существующими бонусами на снижение расхода ресурса для войск 11 уровня. Поэтому остается дождаться 20 июля и посмотреть, как это все будет работать на практике. После появления обновления мы обязательно подробно разберем его в одном из следующих роликов. Еще одно важное изменение касается ресурсных плиток. Начиная с 10 поколения героев и выше, появятся ресурсные плитки 9 уровня. Сейчас же максимальный уровень у нас 8, а полный сбор таких клеток занимает примерно около 7 часов. Лично для меня это не всегда удобно. Часто бывает так, что я просыпаюсь утром, а сбор ресурсов закончился еще несколько часов назад. С появлением 9 уровня плиток время сбора увеличится, что сделает процесс гораздо комфортнее как на основном аккаунте, так и на фермах. Также разработчики сообщили об увеличении количества ресурсов, получаемых в различных событиях. Среди них это меткий выстрел, снегоуборщики, воспоминания о грезах, рыболовный турнир, миссия героя и другие мероприятия. В целом за этот пункт разработчикам хочется сказать спасибо. Да, конечно, эти изменения не сделают нас сильнее, но помогут заметно снизить дефицит ресурсов, а это уже важное улучшение для всех игроков, особенно на поздних этапах развития аккаунта. Следующее изменение связано с домом губернатора, разделом, который, я уверен, прекрасно знаком для вас. Если говорить откровенно, то на поздних этапах развития аккаунта ценность этого раздела практически отсутствует. Пожалуй, единственным действительно полезным бонусом остается двойное время. Во всем остальном особой пользы от дома губернатора сейчас нет. Конечно, был период, когда мы все активно собирали пазлы, и для этого приходилось выполнять приказы губернатора. Тогда данный раздел еще имел определенную ценность. Но на сегодняшний день большинство игроков практически не обращают на него внимания. Именно поэтому интересно видеть, что разработчики решили обратить внимание на эту игровую механику. Согласно анонсу, в одном из ближайших обновлений Дома губернатора получит изменения. Пока подробностей не так много, но известно, что обновление будет ориентировано на игроков, которые уже находятся в эре Кристалла Огня. Скорее всего, разработчики хотят сделать этот раздел более актуальным и полезным для аккаунтов на поздних стадиях развития. Остается дождаться дополнительной информации и посмотреть, какие именно изменения нас ждут. Как только появятся новые подробности, мы обязательно разберем их вместе с вами и посмотрим, насколько полезными они окажутся для игроков. Следующее изменение будет связано с телепортом на территорию Альянса. Подробностей здесь пока немного, поэтому делать какие-либо выводы рано. Например, пока неизвестно, можно ли будет использовать телепорт территории в тот момент, когда ваши войска находятся на сборе ресурсов или участвуют в боевых действиях. Думаю, ответы на эти вопросы мы сможем получить в одном из ближайших обновлений. Далее нас ждут изменения, связанные с распределением наград за форты. Те из вас, кто занимается распределением наград за форты, прекрасно знают, что иногда бывает довольно-таки сложно найти конкретного участника, особенно если он был малоактивен или вовсе не участвовал в прохождении фортов. Разработчики планируют изменить систему выдачи наград, поэтому будет интересно посмотреть, как именно это реализуют они и насколько будет удобнее становиться процесс распределения в будущем. Следующее изменение лично для меня очень порадовало. Разработчики планируют добавить в игру щит на 12 часов. Его можно будет приобрести за алмазы или получить через магазин Альянса, как и другие щиты, которые доступны в игре. Во время игры на 848 сервере нам с ребятами приходилось находиться под щитом почти 2 недели подряд. И, честно говоря, это было крайне неудобно. Приходилось ставить будильники каждые 8 часов и постоянно следить за тем, чтобы защита не спадала. Стоило кому-то из наших игроков забыть обновить щит, так практически сразу же начинались атаки. Поэтому появление 12-часового щита я считаю очень полезным изменением. Теперь вместо того, чтобы запасаться только 8-часовыми щитами, можно будет использовать более удобный вариант. Ну и, конечно же, не забываем про СВС. Если у вас нет возможности участвовать в нем, вы ставите 12-часовой щит и отдыхаете. Кстати, всем рекомендую покупать щиты в магазине при скидках от 50% и выше. Особенно это касается 8-часовых щитов сейчас и 12-часовых после их появления. Поверьте, в игре может произойти все, что угодно, а тратить алмазы в экстренной ситуации обычно не совсем хочется. Лучше заранее подготовить запас щитов, и в будущем вы точно об этом не пожалеете. Еще одно изменение связано с информационным меню ресурсов. Сейчас в этом разделе мы можем отслеживать количество основных ресурсов. А в одном из следующих обновлений, по словам разработчиков, там также появится отображение общего количества алмазов. Для многих игроков это будет полезно с точки зрения планирования накоплений и будущих расходов. Далее изменения коснутся системы экспертов. Сейчас отменить улучшение эксперта
имеется в виду его исследования, не так-то просто, как хотелось бы. Лично мне в свое время пришлось потратить немало времени, чтобы найти этот нужный раздел. Для отмены улучшения приходилось заходить в отдельное меню и выполнять несколько дополнительных действий, что не очень удобно. Разработчики уже сообщили, что в одном из следующих обновлений переработают этот интерфейс и сделают работу с экспертами более комфортной. Также изменения затронут навык Рамула, связанный с обучением войск. Подробностей пока немного, но судя по описанию, разработчики хотят сделать использование этого навыка более удобным. Особенно полезным это будет во время мобилизации, когда многие игроки вечером запускают обучение войск, чтобы они были готовы утром, и тем самым стараются максимально эффективно использовать все доступные бонусы. И последнее точечное изменение, о котором рассказали разработчики, связано с питомцем Арктический волк. Его механику немного переработают, чтобы игрокам было проще контролировать использование навыка, связанного с выносливостью. Судя по всему, изменения направлены на то, чтобы мы реже забывали активировать этот навык и могли использовать возможности питомца более эффективно. Вот в целом все, что я хотел вам рассказать о будущих обновлениях, которые нас ждут в игре. Больше всего меня порадовали изменения, связанные со снижением расхода ресурсов для войск 12 уровня, а также появлением новых ресурсных плиток 9 уровня. Для игроков поздних этапов развития это действительно полезные улучшения, которые помогут немного снизить постоянный дефицит ресурсов. Также будет интересно посмотреть на обновленный дом губернатора и узнать, какие новые возможности будут доступны для нас. Не менее любопытно будет оценить и остальные точечные изменения, о которых сегодня шла речь. Некоторые из них, на первый взгляд, могут показаться небольшими, но именно такие улучшения зачастую делают игровой процесс намного комфортнее. На данный момент точная дата известна только для изменений, связанных с расходом ресурсов для войск 12 уровня и появлением новых веток исследований. Они будут добавлены в игру уже 20 июля. Остальные нововведения нам остается ждать в одном из следующих обновлений, когда разработчики раскроют больше подробностей. Ну а на сегодня все у меня, ребята. Спасибо, что провели это время вместе со мной. Если ролик был полезным или интересным, не забудьте поддержать его своим лайком и написать в комментариях, какое из анонсированных изменений вы ждете больше всего. Спасибо всем за просмотр, до новых встреч и всем пока-пока.